Всем привет, меня зовут Юля, и вы на канале Клубок желаний. Я вяжу себе пляжную тунику вот таким замечательным узором, и у меня получается практически платье. И снимаю подробный попетельный мастер-класс. Видео я решила поделить на несколько частей. В первой части видео мы вместе с вами сделали все необходимые расчеты для вязания круглой кокетки. Во второй части мы вместе связали круглую кокетку. В третьей части мы вывязали азиатский росток вместе с подрезами. В четвертой части мы подняли петли из ростка, из подрезов и связали коротенькие рукавчики и закрыли их полым шнуром айкорд. В этой же части видео я хочу показать вам, как я решила закончить низ своего изделия и показать, какую кайму я решила связать. Также я вам покажу, каким способом я закрыла петли, чтобы низ изделия оставался вот такой эластичный. После того, как я связала круглую кокетку необходимой мне высоты, у меня в раппорте было 20 петель. Это 5 петель дорожки и 15 петель треугольников. Затем я вывязала азиатский росток вместе с подрезами, и в ростке у меня раппорт узора также составлял 20 петель. Затем я набрала петли на подрезы, замкнула вязание в круг, и раппорт так и остался 20 петель. И провязала я после подрезов еще полный раппорт. И затем я ниже решила вязать уже раппорты без треугольников. С одной стороны и с другой стороны у меня точно так же. По переду, после того, как я вывязала вот один раппорт после подрезов, я решила, что по бокам буду раппорты вязать без треугольников, но центральных 3 раппорта я также продолжала с треугольниками и провязала 2 раппорта вниз с треугольниками. Затем я решила оставить треугольники только по центру изделия. По спинке у меня точно так же. И 3 центральных раппорта я решила вязать с увеличением. И в каждом треугольнике я добавила по 2 петли. Вот этот треугольник у меня увеличился на 2 петли, и у меня раппорт стал 22 петли. Следующий раппорт 24 петли. И вот этот раппорт 26 петель. И дальше я вязала уже без треугольников. Итак, у меня получилось, что вот этот центральный раппорт 26 петель, а остальные раппорты по 20 петель. Но так как у меня бедра шире груди, то я решила делать прибавки в этих раппортах до того момента, пока у меня все раппорты не станут по 26 петель. И, наверное, вам видно, как у меня расширяются вот эти раппорты. И в тот момент, когда я дошла до каймы, у меня в раппорте получалось 26 петель в каждом раппорте. Провязала я необходимую длину своего изделия, и далее мне необходимо его закончить. По низу изделия я хочу пустить что-то типа каймы. Я долго подбирала, какую кайму мне связать, смотрела в своих любимых книгах, вязала образец, но ничего не подобрала, поэтому кайму я решила выполнить в виде вот этих дорожек. Но дорожки буду пускать не по прямой, а вот так уголочком. У меня сейчас раппорт узора 26 петель. Дорожку мы вязали на 5 петлях, но раппорт дорожки 4 петли. 26 на 4 нацело не делится. И необходимо решить, или мы добавим 2 петли, или 2 петли убавим. Если бы я добавляла петли, то я бы добавляла их вот в этом месте, после первой лицевой петли и перед последней лицевой петлей. Но я решила 2 петли убавить. И убавку я буду делать в конце, вот так в самом верху уголка, когда буду добавлять последний раппорт узора. Итак, провязываем петли дорожки, изнаночная петля, накид, 3 петли вместе лицевой петлей, накид, изнаночная петля, и добавляем вторую дорожку. Делаем накид, 3 петли вместе лицевой петлей за задние стенки, накид, изнаночная петля. Далее провязываем лицевые петли, не довязывая до следующей дорожки 4 петли.
Не довязали мы 4 петли до дорожки. Первую петлю провязываем изнаночной петлей, делаем накид, 3 петли вместе лицевой петлей за задние стенки и накид. Следующая петля у нас изнаночная. И вяжем вторую дорожку, накид, 3 петли вместе лицевой петлей за задние стенки, накид, изнаночная петля. И далее также повторяем. Добавляем вторую дорожку, накид, 3 петли вместе лицевой петлей за задние стенки, накид, изнаночная петля. Также провязываем все петли лицевыми, не довязывая до следующей дорожки 4 петли. Не довязали мы 4 петли. Первую петлю провязываем изнаночной петлей, делаем накид, 3 петли вместе лицевой петлей за задние стенки, накид, изнаночная петля. Дорожку мы провязали и провязываем следующую дорожку, накид, 3 петли вместе лицевой петлей за задние стенки, накид, изнаночная петля. И так дальше вяжем до конца ряда, и следующий ряд вяжем по узору. Над лицевой провязываем лицевую, над изнаночной изнаночную, накиды провязываем лицевыми петлями. И так довяжите этот и следующий ряд самостоятельно до конца. Третий ряд узора вяжем так же, как мы вязали первый ряд. Первую петлю провязываем изнаночной, накид, 3 лицевые петли вместе лицевой петлей за заднюю стенку, накид, изнаночная петля. Петли дорожки мы провязали и вяжем петли второй дорожки, накид, 3 петли вместе лицевой петлей за задние стенки, накид, изнаночная петля. Далее провязываем все петли лицевыми до следующей дорожки. Петли дорожки также провязываем изнаночная петля, накид, 3 петли вместе лицевой петлей за задние стенки, накид, изнаночная петля. И провязываем вторую дорожку, накид, 3 петли вместе лицевой петлей за задние стенки, накид, изнаночная петля. И так вяжем до конца ряда. И следующий ряд провязываем по узору. Над лицевыми вяжем лицевые петли, над изнаночными изнаночные, накиды провязываем лицевыми петлями. Пятый ряд узора вяжем петли дорожки, изнаночная петля, накид, 3 петли вместе лицевой петлей за задние стенки, накид, изнаночная петля. И вяжем петли второй дорожки. И совсем я забыла сказать, как я делаю накиды. Я уже рассказывала, как я этот узор вяжу, когда показывала узор для круглой кокетки, но, возможно, не все эту часть видео видели. Поэтому, девчонки, накиды делайте так, как вам удобно. Можете в эту сторону, можете в эту. Но мне удобно делать вот так. Перед лицевыми петлями я делаю накид вот так. Видите, ниточка у меня сзади. Делаю накид, провязываю 3 петли вместе лицевыми петлями. Перед изнаночной петлей я делаю накид вот так, чтобы ниточка была перед спицей. Провязываю изнаночную петлю. Мне так просто удобнее вязать следующий ряд, а вы делаете накиды так, как вы привыкли. И теперь мне нужно добавить еще одну дорожку. Делаю накид, провязываю 3 петли вместе лицевой петлей за задние стенки, делаю второй накид и провязываю изнаночную петлю. Вяжу петли лицевыми петлями до последних 4 петель, вернее, не довязывая 4 петли до петель дорожки. Не довязали мы 4 петли до дорожки.
Первую петлю провязываем изнаночной петлей, делаем накид, 3 петли вместе лицевой петлей за задние стенки, накид, изнаночная петля. И дальше провязываем петли дорожек. У нас тут 3 дорожки. Так вяжем. Делаем накид, 3 петли вместе лицевой петлей за задние стенки, накид, изнаночная петля. Первая дорожка, накид, 3 вместе лицевой за задние стенки, накид, изнаночная петля. И еще одна дорожка, накид, 3 петли вместе лицевой за задние стенки, накид, изнаночная петля. И здесь также не довязываем до следующей дорожки 4 лицевые петли. Вяжем петли лицевыми. Не довязали 4 петли до дорожки. Первую петлю провязываем изнаночной петлей, накид, 3 лицевые петли вместе лицевой петлей за задние стенки, накид, изнаночная петля. И провязываем оставшиеся петли дорожки. И так вяжем по кругу до конца ряда. И следующий ряд вяжем так, как смотрят петли. Над лицевыми лицевые, над изнаночными изнаночные, а накиды провязываем лицевыми петлями. Седьмой ряд вяжем так же, как мы вязали 5-й ряд. Только в этом ряду я убавлю 2 лишние петли. Обратите внимание, между дорожками у меня 5 лицевых петель. Но чтобы у меня сошелся узор, мне необходимо, чтобы здесь было 3 лицевые петли. Поэтому я 3 петли вот эти центральные провяжу вместе лицевой петлей и убавлю 2 петли. Итак, вяжем петли дорожки, изнаночная петля, накид, 3 лицевые петли вместе за задние стенки, накид, изнаночная петля. И так провязываем все петли дорожки. Накид, 3 лицевые петли вместе за задние стенки, накид, изнаночная петля. Доходим до лицевых петель. Первую петлю провязываю лицевой, следующие 3 петли провязываю вместе лицевой за задние стенки, я сократила 2 петли, и следующую петлю провязываю лицевой. Доходим до петель дорожки и также провязываем петли дорожки. Изнаночная, накид, 3 петли вместе лицевой за задние стенки, накид, изнаночная петля. И так провязываем все петли дорожки. И следующий ряд вяжем по узору. Над лицевой провязываем лицевую петлю, над изнаночной изнаночную, а накиды провязываем лицевыми петлями. Вяжем 9-й ряд, и в этом ряду у меня смыкается узор. Итак, вяжем петли дорожки, изнаночная петля, накид, 3 лицевые петли вместе лицевой петлей за задние стенки, накид, раппорт узора повторяем, изнаночная петля, накид, 3 лицевые петли вместе лицевой петлей за задние стенки, накид, и снова повторяем раппорт узора, изнаночная петля, накид, 3 петли вместе лицевой петлей за задние стенки, накид. И у меня здесь влезает еще один раппорт. Изнаночная петля, накид, 3 лицевые петли вместе лицевой петлей за задние стенки, накид. Все, у меня узор сомкнулся, и дальше вяжу, повторяя раппорт узор дорожки. Накид, 3 лицевые петли вместе лицевой петлей за заднюю стенку, накид. И так вяжем до конца ряда. И следующий ряд вяжем так, как у нас смотрят петли. Провязала я 9 и 10 ряд. Вот так у вас должно получаться. Далее вяжите столько рядов, сколько вам необходимо, повторяя 2 ряда. Один ряд вяжите так, как мы вязали 9 ряд. Следующий ряд вяжите так, как смотрят петли. Сейчас я провяжу несколько рядов и покажу, что у меня получилось.
Провязала я необходимую длину каймы. Вот так у меня получается. Давайте измерю длину. Если измерять по длинной дорожке, то это 7 сантиметров. Если измерять по короткой, это 5 сантиметров. Я уже начала закрывать петли. Я попробовала на образце несколько способов эластичного закрытия, но решила все-таки закрыть самым распространенным способом с накидами. И хочу вам показать, как я это делаю. Петли провязываю так, как они у меня лежат. Изнаночная у меня первая петля. Мне ее нужно провязать изнаночной, но сначала перед ней я делаю накид. Перед изнаночной делаю накид вот так, чтобы нить была перед спицей. Вот так. Провязываю петлю изнаночной петлей. Затем накид набрасываю на изнаночную петлю очень аккуратно. Ниточку подтягиваю, чтобы у меня эта петля была зафиксирована. И теперь вот эту петлю также набрасываю на провязанную петлю. Вот так. Следующая петля у меня лицевая. Я ее буду провязывать лицевой петлей. Но перед ней делаю накид уже вот так, чтобы нить у меня была вот так за спицей. Вот так. Провязываю лицевую петлю. Накид набрасываю на провязанную петлю. Подтягиваю ниточку, чтобы у меня эта петля зафиксировалась. И эту петлю также набрасываю на провязанную петлю. Смотрю, какая следующая петля. У меня лицевая. Перед лицевой делаю накид вот так. Провязываю лицевую петлю, набрасываю накид на провязанную петлю, подтягиваю ниточку и набрасываю петлю на провязанную петлю. Смотрю, какая у меня следующая петля. Лицевая. Перед лицевой делаю накид, провязываю ее лицевой петлей. Накид набрасываю на провязанную петлю, подтягиваю и следующую петлю также набрасываю на провязанную петлю. Смотрю, какая следующая петля. Изнаночная. Перед изнаночной делаю накид вот так. Провязываю изнаночную петлю, накид набрасываю на изнаночную петлю, подтягиваю, фиксирую эту петлю и вот эту петельку также набрасываю на провязанную петлю. Вот так у вас должно получаться. Сейчас я побольше провяжу и покажу, что получается. Очень удобно, когда у вас не такая скользкая нитка, сразу набрасывать 2 петли. Сейчас я попробую это сделать. Делаем накид перед лицевой петлей, провязываем лицевую петлю. И теперь 2 петли набрасываю на провязанную. Просто ниточка очень скользкая, она у меня постоянно выскальзывает. Вот так. И теперь подтягиваю. Это будет то же самое. Еще раз давайте покажу. Накид перед лицевой, лицевая петля и 2 петли набрасываю на провязанную. Аккуратненько вот так. И подтягиваю. Вот так. Еще раз давайте. Накид, лицевая петля, накид со следующей петлей набрасываем на провязанную петлю. Вот так. И вот так у вас должно получиться. Сейчас я закрою все петли и покажу вам, как у меня получилось. Все петли я закрыла. Вот так у вас должно получиться. Очень хорошо закрытие держит форму. И оно очень эластичное. И сейчас я вам покажу, как соединить конец и начало ряда. Вот последняя петля, которая у нас осталась. Я обрезаю ниточку, вытаскиваю эту петельку, беру вот такую иглу с большим ушком для сшивания трикотажных изделий. Вставила нить в иглу. И теперь нахожу первую петлю, которую мы закрыли. Вот первая петля. И подхватываю ее вот так за обе стенки. Вот так ввожу иглу вот так под обе дужки этой петли. Возвращаюсь к последней петле. Вот она у нас. И ввожу иголочку вот так сверху. Все. Начало и конец ряда мы соединили. Теперь остается нам просто
на изнаночной стороне закрепить ниточку и спрятать ее в наше вязание. Вот так закрепляю ниточку и просто ее прячу в вязание. И все, наша обвязка готова. Закрытие очень аккуратное и эластичное. Если вам понравилось вязать вместе со мной, то подписывайтесь, оставляйте комментарии, и я жду вас снова в гости ко мне на канал Клубок желаний.